Всем привет! В этом видео рассмотрим работу многофункционального устройства, коим является Goldmaster SR508HD, а в частности его спутниковую часть. Посмотрим на строение меню, пробежимся по настройкам, посмотрим, как работает карта доступа, телекарта, и поговорим о некоторых интересных функциях. При первом включении вас будет ждать вот такое вот меню с настройкой, в котором есть подменю списки спутников, информация, сброс-заводские, обновление прошивки и резервное копирование. Давайте по порядку. Значит, список спутников. Здесь мы видим список спутников, список провайдеров. В правом окне у нас настройки каждого спутника. То есть тут все предельно понятно, никаких затруднений вызвать не должно ни у кого. Также можно будет по кнопке 0 снять отчет о выявленных неполадках и устранить на основании этого отчета. Так, в следующем у нас информация. Здесь мы видим код самой прошивки, порядковый номер и дату. Ну и пункт сброс заводские настройки. Здесь все предельно понятно. Вводим пароль 4.0 и ресивер у нас сбрасывается в заводские, если по каким-то причинам это вам нужно. Чтобы были активны две нижние строки, нужно для этого вставить в ресивер USB флеш. И эти два пункта становятся активными. Значит, обновление прошивки происходит крайне просто. То есть файл bin кладете в корень флешки, выбираете его здесь и нажимаете кнопку начать, то есть ОК. Все, дожидаетесь процесса прошивки, ресивер сам автоматически перезагружается и выводит опять нас в основное меню настройки. Все, и начинаем настраивать. Значит, резервное копирование у нас также не составляет никакого труда, но нужна для этого вставлена USB флеш. Значит, база пользователя, предустановки или полный образ. То есть вы можете сохранить полный образ настроенной системы, и впоследствии, если будет какой-то сбой, этот образ через меню прошивки, обновление прошивки, также само прошить. Давайте двигаться дальше. Значит, следующим пунктом у нас система. Здесь мы выбираем язык. Тот, на котором говорим, думаем. Значит, пункт настройка аудио-видео. Здесь также выбираете предпочтительные вам настройки. Ничего сложного. Настройка времени. Здесь часовой пояс, летнее время, ну и так далее. Родительская блокировка 4.0, и можно будет блокировать те каналы, которые детям смотреть не нужно. Настройка сообщений — это у нас отображение субтитров, время отображения инфобара и прозрачность инфобара. Также настраивайте в зависимости от ваших предпочтений. Карта меню — это у нас будет показано список пакетов, подписки при вставленной карте, а также можно будет увидеть информацию о самой карте. Но к этому пункту мы вернемся чуть позже. Значит, пункт сервер. Пункт сервер в рамках данного видео мы освещать не будем. В принципе, здесь все понятно. Кто пользовался данными вещами, они все знают, поэтому останавливаться подробнее не будем. Так, идем дальше. Дальше у нас сеть. Настройка сети, сетевые приложения, онлайн-приложения. В принципе, можно настроить сеть. Давайте начнем с настроек. Как бы уже пришло время. Мы ознакомились со всеми пунктами меню кратко. И давайте начнем настраивать наш ресивер. Здесь я уже настроил подключение. То есть жмем ОК. Выбираем нашу точку доступа. Вводим пароль. Жмем ОК.
и жмем подключиться. Все, точка доступа у нас подключена, то есть интернет у нас в ресивере уже есть. Далее у нас сетевые приложения. Здесь у нас YouTube, IPTV, Xstream. Значит, YouTube работает штатно, но все зависит от вашего интернет-соединения. То есть, чем быстрее интернет, тем лучше работает YouTube, соответственно. Так, в системе у нас настраивать в принципе уже нечего. Там все по умолчанию настроено. Давайте перейдем в настройку спутников. Настроим, допустим, телекарту. То есть выбираем телекарту. Переходим в правое меню. У меня DESIC. Я выбираю его. Порт 2. Зеркало у меня 0.6. Супрал. Значит, когда сконфигурировали, жмем на синюю кнопку поиск каналов, выбираем «Да», жмем «Ок». Значит, в этом меню в сканировании спутника выбираем сетевой поиск «Да» и жмем, собственно, поиск. Сканирование каналов происходит быстро, в течение минуты-двух. Давайте посмотрим. Чтобы вы могли понимать, сколько времени потребуется на эту настройку. Значит, если что-то пошло не так, всегда можно снять отчет. И согласно этому отчету уже примерно понимать, где что нужно подправить, отремонтировать, чтобы у нас заработало и сканирование, и сами каналы. Отчет снимается как на флеш по кнопке 0, где я вам показывал, так и в приложении для Android и Windows. То есть эти видео будут чуть позже. Очень удобная вещь. То есть всегда можно понять, в каком месте у нас затык произошел. И оперативно это дело исправить. То есть полезно как обычным пользователям, так и установщикам. Ну, как вы видите, сканируется довольно-таки быстро. Поиск завершен. 255 каналов. Убавим немножко звук. Так, вот мы видим все отсканированные наши каналы. Значит, по красной кнопке «Тип» мы можем выбрать открытые каналы, каналы, которые идут только через карту доступа, HD каналы. То есть это такая сортировка по типу каналов. И все. Значит, по желтой кнопке сортировка. Здесь мы можем выбрать название по алфавиту. От А до Я или от Я до А. Открытые, кодированные, блокированные. По умолчанию будут все. Ну и транспондер вверх, транспондер вниз. Я, как правило, выбираю всегда по алфавиту. Мне так удобней. Значит, ну и давайте выберем, например, тип карта. Тип карта. Включаем и вставляем, собственно, нашу карту. Карта вставлена. Изображение пошло мгновенно. То есть этот ресивер предназначен практически под телекарту, просто идеально. Ну вот, как вы видите, все каналы работают. Не возникает никаких проблем. Работает все быстро, все четко. За неделю прогона ресивера с картой никаких проблем не было. Мне это очень нравится. Очень стабильная работа. Так что для телекарты рекомендую настоятельно этот ресивер. Цена-качество, ну просто без всяких, как бы это сказать лучше, конкурентов, так скажем.
То есть конкурентов на данный момент Goldmaster 508 HD нет в этом плане. Так, еще хотел показать вам интересную функцию. Сейчас переключим на все каналы. Лучше, наверное, на FTA, чтобы не было проблем у нас с YouTube с авторскими правами. То есть мы теперь переходим в меню. Здесь после того, как у нас уже есть каналы отсканированные, появляется еще одно дополнительное меню, список каналов, где вы видите список каналов, где можно, значит, все каналы сделать под ваши предпочтения, то есть сделать фавориты, блокировать, пропустить, переименовать, редактировать. Но в этом ресивере реализована крайне интересная вещь, называется автопропуск каналов. То есть, что это такое? Чтобы вручную не сидеть и не выбирать те каналы, которые у нас не работают, мы нажимаем кнопку 1 на пульте, и у нас те каналы, которые не работают, не показывают закодированные, они просто исключаются из списка. То есть по окончании, значит, прогона автоскипа мы получаем список каналов, всех рабочих каналов. Ну, в принципе, можно попробовать, но это займет минут 5. Я, наверное, поставлю это все на перемотку. И по окончании прогона мы с вами вернемся к обсуждению ресивера. Ну вот, как вы видите, работа автоскипа завершена. Очень удобно, согласитесь. Пока пьем кофе, ресивер за нас сортирует и составляет нам список каналов, который весь рабочий. Жмем «Да» и получаем на выходе весь список каналов, который работает у нас по нашей подписке, а также открытые каналы. Очень удобно. Также при подключении любого внешнего накопителя у нас появляется еще пункт медиацентр, то есть SR508HD еще является и отличным медиацентром, который воспроизводит как музыку, фото, фильмы и так далее. То есть очень полезная функция для пользователя и нужная. Ну вот, в общем-то, вкратце и все, что я хотел рассказать. Еще хочу добавить, что с помощью одной карты и нескольких ресиверов Goldmaster SR508HD вы можете организовать в доме просмотр, независимый просмотр каналов телекарты на нескольких телевизорах. Ну вот, собственно, и все. Если какие-то будут вопросы, то заходите к нам на форум viva-tv.ru. С радостью вам ответим на все ваши вопросы, а также там найдете новые прошивки,
новые расширения для браузера и для андроида. На этом будем заканчивать. Goldmaster SR508 HD специально для Vivo TV.